Just the two of us. We can make it if we try. Just the two of us. Just the two of us. Just the two of us. В этом выпуске вы увидите наш путь вдоль Атлантического побережья Бразилии до Рио-де-Жанейро. Мы решили остановиться сегодня на кемпинге. Нам нужно одну ночь переночевать здесь, чтобы завтра заехать в город. Мы договорились в ремонтную мастерскую. А сегодня ночевать будем здесь. Это такой небольшой, но очень уютный кемпинг, где есть бассейн, все удобства. Сейчас мы проедем вперед. Здесь находится в основном местный автобус. Смотри, как сделано, интересно. Вы загоняете автобус, и у вас свой домик сразу. Вот, видали? То есть можете жить в автобусе, а можете жить в комнате. Да. Причем наверху терраса. Вот. Но это все занято уже, к сожалению. Мы будем стоять открыто. Здесь можно подключить воду, электричество, в принципе, без проблем. Вот тут мы остановимся. Пока временно. Вот так вот. Ну, раз мы сегодня остановились в кемпинге, мы решили этим воспользоваться и сделать что-нибудь интересное. Например, тирамису. Вот у нас уже все готово. По телевизору идет самый лучший фильм про путешествия путешественников по всему свету. Оля уже сделала первый слой, а тем временем у нас готовится плов. Не буду я его открывать, горячий. Вот. И десерт, значит... Тирамису везли савоярди из Германии. Да, эти савоярди у нас еще... Да, мы покупали его еще в Германии. Наконец-то вот этот огромный блок печенюшек начал растворяться. Занимал. Здесь найти маскарпоне, но нашли крем-чиз. Да. Посмотрим, что из этого выйдет. Какао у нас тоже для верхней посыпки имеется. Что тут у нас еще показать вам? Кемпинг. Смотрите, какие прекрасные араукария тут растут. Мы прямо почти под ними стоим. Тут стоят сейчас, как вы видите, это местные путешественники из Бразилии в основном, и иногда из Аргентины попадается. Вот с таким шикарным видом. Люди пользуются здесь спутниковым интернетом Илона Маска, Starlink. Это очень популярно, часто встречается. А мы пока стоим здесь на полянке. Кстати, в этом домике внизу находится душ и туалеты, а сверху кухня. Итак, Оля приготовила дивный плов сегодня из баранины. К плову прилагается салатик с оливками, помидорками и перчиком, а также бокал вина, который поступит чуть позже. А так вот, сейчас будем пробовать. Приправу мы взяли с собой для плова, поэтому нечто похожее должно получиться. Ну вот, мы сделали тирамису, он постоял в холодильнике несколько часов. И теперь Оля накладывает. Ну, вроде бы ничего так. Будем пробовать. Вот такой вот тирамисушка получилась. Ну как? Вкусно, можно, чтобы еще чуть-чуть постоял. Ну все.
до утра, надеюсь, достоит. Если до него никто ночью не доберется. Никто не доберется ночью. Мы сегодня заехали ремонтироваться. Нашли мастерскую, где нам готовы прикрутить солнечную панель. Ее, правда, нет. Заказали. Придет завтра, послезавтра в лучшем случае. Вот, поэтому будем эти пару дней в этом городе. Это большой город довольно-таки. Параллельно я открутил вот этот бустер, который используется для зарядки, для быстрой зарядки автомобильного аккумулятора, который стоит дополнительный у нас. Я решил его отправить в Европу на ремонт. Сделал такую коробочку, заплатил уже за отправку, стоило 45 евро отправить его через океан. Идти он обещает нам 3 дня. Вот. Надеюсь, его там отремонтируют и пришлют обратно. Следующее. Нам сейчас пришел человек и отремонтировал лобовое стекло, то есть ту трещинку, которая была образована камешком. Он ее залепил, все профессионально сделал, ничего не видно, чисто. Вот. Теперь мы сидим, ждем, когда закончится у них обед, чтобы с ними еще кое-что обсудить. Кстати, вот когда у нас оторвалась панель солнечная, вырвала вот эту коробочку, вернее она осталась, а из нее вырвали 2 тонких провода, которые крепились к панели, и вот это выломало еще чуть-чуть. И поэтому она так быстро оторвалась. Здесь, видать, специально так сделано, что проводки, которые выходят к панели, очень тонкие такие. Вот, и поэтому она чик и улетела. А как это случилось? Мы ехали как раз к самой высокой горе Южной Америки, Аконкагуа. Вот. Скорость была около 90, а дорога очень такая, плиты, трещины и неровная. И тут перед нами на дорогу выскочил смерч, такой довольно-таки приличный, нас начало так немножко бросать. Но мы как бы проехали, и в этот момент вот мы слышали звук такой странный. Как оказалось, это вот панель была оторвана и улетела. Мы надеемся, что никому она не причинила никакого вреда. За стекло, кстати, за ремонт стекла, его там 5-10 минут работы стоило мне $30. Я не знаю, сколько это обычно стоит, но мне кажется, это немножко так дороговато. В этом месяце расход у нас будет побольше, чем в прошлом. Соляр-панель, солнечная панель обошлась. Я заплатил за нее, за заказ. Обошлась в 500 реалов. Это примерно 100 евро. Ну, плюс-минус нормально. Эту же панель можно было купить за 60 евро, но доставка на несколько дней позже. Я решил заказать, чтобы ее привезли быстрее. И обошлась в 100 евро. Кстати, панель была 100 ватт, а теперь заказали 150. У них нет размера, который нам нужен, 120. Есть только 127, то есть чуть-чуть там будет как-то выступать, но не за пределы автобуса. Поэтому, я думаю, они все закрепят как надо. И мы, в принципе, будем готовы к дальнейшему путешествию до Рио. До Рио нам осталось километров 700. Мы едем не спеша, так как у нас еще 2,5 недели до карнавала. Вот. Надеюсь, что эту штуку мне тоже пришлют. Это очень классная вещь. 50 ампер. Заряжает аккумулятор в процессе езды за час. Сильный ток и все такое. Вот. Жалко, сломалась. В принципе, можно было бы обойтись и без солнечной панели. А так мы едем пару часов, 3 часа, чтобы аккумулятор разрядился. У меня аккумулятор АГМ 140 ампер и довольно-таки долго заряжается, медленно. Приходится останавливаться иногда. Здесь аэродром в городе. Приходится останавливаться иногда на кемпингах, чтобы быстрее заряжалось, потому что разряжается он довольно-таки быстро. Холодильник, различные электроприборы его садят быстро. Волею судеб
мы оказались в одном из крупных городов Бразилии. Куритиба называется город. Сюда мы заехали отремонтировать нашу машину и вынуждены остаться дня на 3-4. Позади нас виден центр города. Мы находимся в ботаническом саду. Сегодняшний день у нас запланирован как день экскурсий по городу. Остались мы ночевать у наших новых бразильянских друзей. Вот. Случайно познакомившись, и пригласили нас к себе пожить, пока мы здесь застряли. Ну, мы, конечно, скромные. Мы попытались сначала сами определить, где мы будем жить, но поскитавшись по городу, мы поняли, что здесь очень тяжело найти место нормальное для ночевки. И мы с ними списались, и они нас пригласили к себе снова. Поэтому сегодня вечером мы едем к ним и останемся у них еще на пару дней. Вот. А сейчас мы гуляем по городу, смотрим местные достопримечательности. Вперед! Мы приехали в культурный центр, называется Опера де Арама. Только представьте себе, построенная на месте карьера в городском парке за 75 дней здания. Постройка окружена нетронутым лесом и скалами, а под ним простирается озеро с разноцветными карпами. Театр вмещает в себя около 2000 зрителей и поражает своей красотой не только снаружи, но и изнутри. Поэтому многие туристы, не заинтересованные в посещении оперного спектакля или иного концерта, воспринимают это незаурядное сооружение как очередную достопримечательность и приезжают сюда, чтобы насладиться открывающимся изнутри этого потрясающего строения видами. Just the two of us. We can make it if we try. Just the two of us. Just the two of us. Just the two of us. Building castle in the sky. Just the... Мы закончили ремонт нашего автобуса и решили пройтись по центру этого замечательного города Куритиба. Он очень большой, население тут свыше 4 миллионов. Красивый центр, парки, магазины. С машиной у нас все нормально, она стоит у наших друзей. Мы сегодня останемся, наверное, скорее всего, останемся еще на одну ночь у них. И завтра уже двинемся дальше в направлении к океану Атлантическому. И будем ехать по побережью, там красивые места будут. Тренировка будущих бразильских чемпионов. Смотрите, возможно, эти фамилии появятся в будущем и будут известны всемирно. Гол. Автобус поставили вот здесь, почти в мастерской, напротив дома. Вот такую комнату наши бразильские друзья нам выделили. Все, душ, туалет, кроватка. Все чисто, аккуратно. Это вот наших новых бразильских друзей. Мы принесли, сделали блины, а вчера у нас был тирамису. Вот. И здесь у нас небольшой такой завтрак. Познакомились. Это Лена, это Альбо. Вот. И мы сегодня ночевали у них. Было все так здорово. С добрым утром, друзья! Вот пришла новая панель. Сейчас будем ставить 155 ватт. 100 евро. Все, устанавливаем. Решаем, как ее лучше закрепить, потому что она шире, чем моя предыдущая панель, и не влазит в эти пазы. Придется, он говорит, лучше одну сторону подрежем и потом прикрутим. По пути к океану климат начал резко меняться, стал более влажным, и мы попали в настоящее
джунгли. Чтобы увидеть всю красоту, мы решили запустить дрон. Fly me to the moon and let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. Сейчас Оля будет пытаться выяснить, почем есть авокадо и помидорки. Ну, смотрим. Esse 5 e esse 6. 5 pacotinho, né? E 6 o quilo. Не поняли с первого захода. Еще раз выясним. Оля, сколько это было? Это 5 за упаковочку, это 6 за килограмм. Ну, это мы так думаем. Интуитивно. А тут вот Оля взяла на пробу выжатый из тростника сок. Такой себе, слишком сладкий. Вода с сахаром, да, сильно сладкая. Тут также еще продаются кокосы, джекфрукт. Just the two of us. We can make it if we try. Just the two of us. Just the two of us. Мы решили пересечь реку не по мосту, а на пароме. Это стоит 2 евро, 2 доллара. Паром маленький, на 4 машины. Мы добрались до Атлантического океана, и он неимоверно теплый. Это канал, который ведет из Атлантики в Сан-Паулу. Вот так же корабль с нашим автобусом проходил здесь транзитом по пути в Монтевидео. Купили филе, целый 1,5 килограмма. Вот тут такая рыба, недорого довольно. Прям вот там ловят на лодочках и привозят здесь же сразу и продают. Друзья, сегодня заночевали в каком-то супер бомбическом месте, как будто на Баунти. Сейчас я вам покажу. Видали, какие тут камни? Если пройти туда дальше, там вообще будет россыпь камней. Видали? И океан. Мы сюда заехали совершенно случайно. Нам по дороге встретился один парнишка. Он говорит: заедьте, там очень красиво. Вот такие огромные валуны, прямо гигантские. Вот мы стали среди них. Там всего лишь одно место для машины. Мы специально заехали попозже, чтобы его занять. Больше здесь мест для ночевки нет, даже платных. Только дневная стоянка. Место очень популярное. Сейчас сюда наедет много местных отдыхающих. Но мы тут еще постоим, пока нас никто не выгоняет. Вы только гляньте, какие тут красоты.
Можно пройти между этими огромными камнями. Сказочное место. Вот такой пляж. А еще здесь замечательно, что течет такой вот ручей пресной воды. То есть вы искупались в океане, и потом можно вот здесь в углубление, ванночка, обмыться. Вот такая красота. Ночь была спокойная, только шум волн. Мы приехали в один из самых старых городов Бразилии – Парати. Он был основан в 1667 году. В переводе с языка индейцев Парати означает «рыбная река». Парати в 17-18 веках был вторым портовым городом страны. Отсюда в сторону Португалии отправлялись галеоны, груженные золотом. Специально для перевозки золота была построена золотая тропа, 1200-километровая дорога. В одну сторону по ней перевозили золото, в другую – продукты и африканских рабов. Этот небольшой городок находится у самого берега Атлантики, поэтому во время приливов его уютные мощеные улочки наполняются водой, превращая город в бразильскую Венецию. Этот город относится к международным сокровищам ЮНЕСКО и считается достоянием не только страны, но и всего мира. Население Парати можно спокойно назвать бразильской богемой. Здесь любят отдыхать писатели, художники и артисты. Кстати, здесь снимался знаменитый фильм «Сумерки». Попали в тропический дождь. 100 километров до Рио. Добро пожаловать в Рио-де-Жанейро. Вокруг нас фавелы. Кто-то ходит туда на экскурсии, а мы решили заехать бесплатно своим ходом. А заодно и поменяли лобовое стекло, которое треснуло от попавшего в него камня. Сегодня мы снова в мастерской, и опять проблема со стеклом. Нам попал камень, и оно вот так вот разошлось. Теперь они нам поставили новое, но проблема в том, что здесь нет
для этой модели стекла с датчиком дождя. Поэтому мы решили ставить без датчика дождя. Не знаю, что они тут сделают. Все это удовольствие стоило 1000 реал, то бишь 200 евро. Что-то не подошло. Решили снять. Ну как проходит установка? Они переклеили сенсор со старого стекла на новое. Ну, может, получится, не знаю. А завтра мы хотим погулять по Рио, сходить на пляж Копакабана, подняться к статуе Христа, а также увидеть известную лестницу Силарона. Ну и, конечно же, вы увидите карнавал. Цель нашей поездки, ради чего мы приехали в Бразилию.